Знаете, что я чаще всего слышу в интернете? Эта фраза просто его заполонила. У меня все начинается с того, что я что-то слышу в интернете, и меня от этого бомбит. Ну ладно, короче, не в этом суть. Каждый раз я думаю вообще, кто и что вкладывает в это понятие. У меня авторская техника. Потому что, смотрите, в профессии мастера по наращиванию ресниц инструменты же у всех одинаковые, пинцеты одни и те же. Ну вот клей тоже, ну плюс-минус все используют одного и того же бренда, да даже не в бренде здесь дело, а в том, что как бы там состав примерно всегда одинаковый. Ресницы, они тоже не из космоса же какие-то нам прилетают, каждому свои особенные. Схемы наращивания мы изучаем там на базовом курсе и далее по одним и тем же базовым принципам. Но, несмотря на то, что у нас база общая, сейчас я просто открою Америку второй раз, абсолютно каждый мастер со временем формирует свою авторскую технику. Вы с этим согласны? И он ее формирует, даже если он об этом нигде не заявляет. Почему? Смотрите, потому что невозможно на 100% скопировать чужие руки. Это и так понятно. Невозможно полностью перенять чужую там скорость, постановку корпуса, какие-то вот эти мелкие фишки, микродвижения, там давление на пинцет, угол постановки ресницы. Невозможно. Мы можем повторить схему, можем повторить алгоритм, но человека, естественно, повторить мы не можем. Даже если вы учились у самого сильного какого-то тренера, у чемпиона, топового эксперта, ла-ла-ла, вы его клоном никогда не станете. Ну и, как бы, слава богу, да, что не станете. Через какое-то время вы все равно начнете делать по-своему. Где-то ускоритесь, а где-то, наоборот, замедлитесь. Где-то упростите этап, а где-то, напротив, добавите сложность, какой-то вот лишний шаг, потому что вам так спокойнее работать. Где-то поменяете последовательность, подберете другую стратегию, да, потому что она вам больше не нравится, или без нее у вас там лучше держится, и любые другие варианты и так далее. И даже все то, что я перечислила, вы можете делать ежемесячно в рамках своей работы с одним и тем же клиентом, потому что там появились новые условия. Вырвала она ресницы, например, или ламинирование какое-то неудачное сделала накануне, или просто вообще до смешного у вас заколебала эту рутину, и надо немножко изменить привычный порядок, да, чтобы проветрить, так сказать, немножко голову. И вот именно тут и есть начало авторского подхода. Авторская методика – это не обязательно революция какая-то в индустрии. Это не я изобрела новое наращивание, его никто уже не изобретет, а совокупность вашего опыта, ошибок, находок, адаптаций под себя и под вашего клиента. Более того, если даже вы не планировали стать родоначальником какого-либо авторства, оно все равно у вас формируется. Это, так сказать, база. Давайте размышлять немного глубже. Авторство. Я назвала эту главу «Авторство не только про эффект». Потому что, когда говорят авторская методика или авторство, чаще всего имеют в виду визуальные критерии, то есть как это выглядит. Свой какой-то эффект, своя схема, комбинация изгибов, расположение там ресниц или какая-то вот фирменная постановка. И действительно, внешний результат видно сразу. Его можно, как минимум сфотографировать и даже можно повторить по схеме. Здесь не без нюансов, конечно, небольшое отступление. Мы же понимаем, что любая методика, какая бы она там супер авторская, доработанная ни была, она не всем подходит, это невозможно. Мы работаем не с манекенами, с живыми людьми. Анатомия глаз абсолютно разная. Посадка, там разная плотность натуральных ресниц, разная чувствительность у людей. И образ жизни даже влияет. Вот. На ком-то самый там модный, актуальный на сегодняшний день эффект будет смотреться слишком ярко, вычурно, некрасиво. А на другом, наоборот, бледно, незаметно, потому что там, не знаю, черты крупные и требуют другой интенсивности, например. И даже моднейшие нынче нижние ресницы бывает очень проблематично нарастить. Просто потому, что вот анатомия этого не позволяет.
Ну ладно, что мы первый раз в первый класс, что ли? Вот вы поняли, что таких примеров можно сотни приводить, как и обратных, да, когда эффект становится популярным, потому что он просто по всем правилам красоты и анатомии идеально попал вот в какую-то конкретную девушку, да? Так можно сказать, попал в конкретную девушку. Он так органично вот встроился в ее внешность, даже в ее характер, что начал восприниматься как что-то универсально красивое. И поэтому его начинают повторять, просить, сохранять в подборке. И вот уже кажется всем, что это новый какой-то стандарт. Хотя на самом деле это просто точное совпадение техники и исходных данных. Вот. Все это имеет место быть, и все это про визуал. Я условно и разделила авторство на два направления. Первое – это визуальная часть, то, о чем я только что выше сказала, как работа выглядит, какой характер у взгляда и так далее. А второе, о чем говорят намного реже, это технологическое, если можно так сказать, авторство. То есть не как выглядит, а как все устроено. И понятие авторства в технике гораздо шире. Это как раз тот этап, когда у клиентов возникает непонимание. Я просила вот по схеме, вот я принесла вам параметры, но у всех, у кого бы я ни наращивала, почему-то результат получается разный. Ну, схема же одна, что такое? Я с моими клиентами вообще часто дискутирую на эту тему. И вот это уже интереснее, да? Не обязательно изобретать какой-то новый эффект, чтобы иметь авторскую свою технику. Это может быть особенная организация вашего рабочего места. Специальное какое-то расположение инструментов, использование приспособлений, не знаю, которые вы там сами выдумали, придумали. Очень часто такое можно встретить. При котором вы никуда там лишний не тянетесь, не теряете там, например, никакие секунды, не сбиваете свой ритм, и в итоге, допустим, выходите на суперскорость, да, это вот ваша такая авторская тема. Это может быть также последовательность работы, при которой минимизируются склейки, когда мастер выстраивает этапы так, что ресницы практически не имеют шанса склеиться между собой. Я вообще завидую таким мастерам, на самом деле, это какие-то супер крутые люди. Также это может быть своя система изоляции, да, нижних ресниц, постановка ресниц, техника там, набора пучка, своя логика перехода зоны к зоне, короче, вариантов масса. Но, что важно, это происходит не за счет какого-то волшебства, а за счет логики своих действий. Также к технологичному авторству можно приписать и решение какой-то проблемы. Да? Перечислять их не буду, можете написать в коммент свои варианты. Какую проблему у клиента или у себя вот вы решаете своим каким-то вот микродвижением, своей какой-то выдумкой. Например, у меня что хорошо получается? Изолировать нижние ресницы и герметично закрывать глаз клиента. Вот для меня это давно уже стало нормой. Я понимаю, как положить патч на веко, чтобы он не мешал, как его зафиксировать, как проверить прилегание и убедиться, что глаз действительно закрыт на протяжении всей процедуры, как это контролировать и как это устранить, если вдруг что-то там у нас пошло не так. И в связи с этим у моих клиентов, практически все равно есть доля вероятности, но не бывает ожогов. При этом я сильно натягиваю скотчем веко, чтобы ресницы вот они прям парили в воздухе. Это две такие противоположные вещи, но вот я их так сочетаю, что эффект на выходе по итогу создается такой легких, невесомых ресниц. И это не вау-эффект для фото. Это не то, что первым делом там можно увидеть в профиле, допустим, но это часть техники, это часть системы и моего профессионального подхода. И как раз в этих действиях или бездействиях авторство проявляется особенно четко. Вот здесь и спрятана та самая разница в итоговом результате, о которой все время спрашивают клиенты. Выстроить для себя такую последовательность
и такую точность, что некая ваша проблема или боль клиента просто перестает существовать. Не случайно, а из-за вашего отработанного навыка. Это даже какая-то авторская инженерия внутри профессии, да, можно так сказать? Инженерия. Я тупая, я не подготовилась, простите. Поэтому, когда мы говорим об авторстве, важно понимать, что это не только про картинку, это про то, как мыслит мастер в работе, как вы решаете каждодневно повторяющиеся задачи, и как устраняете эти слабые места и доводите процесс вот просто до предсказуемости. Таким образом, авторство – это и громко распиаренный визуал, и тихая, очень точная, спокойная, рутинная, даже можно так сказать, настройка процесса наращивания. И эту настройку, должна сказать, я очень уважаю. Но идем дальше. Сейчас же слово «авторский» имеет что? Большее отношение к маркетингу, правда? Его стали использовать слишком часто, как я считаю. И аудитория на него, знаете, нехило так реагирует. Но, спойлер, по итогу разочаровывается в нем. В своем роде фраза «я делаю по-своему» – это и есть авторский подход конкретного мастера, да, каждого из нас. Это то, о чем я вот выше и сказала. Но фраза «я делаю по-своему» – это не равно авторская методика. Я честно скажу, на этом этапе я начинаю немножко заводиться, потому что сейчас ощущение такое складывается, что авторская методика есть у каждого просто второго. Вот прошел 2 курса, поменял местами этапы, и все, уже основатель собственной системы. Но серьезно, нельзя же просто сделать какой-то микрошаг, что-то там для себя новое открыть, попробовать и сразу закричать на всю Ивановскую о своей уникальности. Вот я иногда смотрю на это и думаю, это не система, да? Это какая-то система, мы это проходили еще в 2015 году. Не, логика вообще правильная, нормально, искать, пробовать, что-то под себя перестраивать, это правильно. По пути мастера нужно последовательно идти. Но мы, понимаете, мы все через это проходим, и зачем из каждого своего микро-пикро какого-то изменения делать прямо супер громкое какое-то заявление. Меня правда бесит, когда слово авторское используют как некое украшение, а не как результат работы. Каждый второй, начинает. Безосновательно просто вносит в свои профили подписи какие-то там громкие, публикует свои рекламы. И самое смешное, и что меня раздражает, что за этими авторскими системами вообще нет никакой почвы и даже попытки внятно объяснить, в чем она вообще заключается, это ваша авторская методика, в чем ее отличие. В чем логика, объясните, в чем ее реальное преимущество. Тишина. Просто вот звучит красиво. У меня своя авторская методика. Это, конечно, сначала привлекает внимание публики, да, но потом приходит разочарование, потому что внутри этой авторской системы, методики все то же самое, что и у всех. У аудитории потом, после того, как они на это клюнут, включается скепсис, и она перестает верить этим заявлениям. И самое обидное, что у кого-то действительно есть сильная, выстроенная система, и ее начинают встречать с подозрением, потому что до этого слишком много раз уже слышали вот подобные формулировки, которые были без реального наполнения. И это вообще можно понять на самом деле. Раздутые обещания ничего не значат, и всегда они работают только на короткой дистанции. Чего нельзя сказать о разочаровании. Разочарование от этого всего запоминается надолго. Поэтому, если мы говорим об авторской методике, важно не просто о ней заявить, а нужно доказать, что эта система, она повторяемая, предсказуемая, с понятным результатом. И вы можете объяснить, почему вы делаете так. Вы можете многократно, стабильно воспроизводить один и тот же вот этот свой заявленный результат.
А самое главное, что ученик по вашей системе получает понятный рабочий алгоритм действий. Вот. Если вам просто так удобнее, это ваш стиль, это тоже нормально, это ваше авторство, да? И вот понятно же, ну вот что я объясняю, да, проблема не в том, что являемся ли мы авторами. Большинство из нас, конечно же, работают оригинально и неповторимо. Но как мастеру заметить свою сильную сторону или несколько сильных сторон? То самое авторство и при желании, что важно, при желании превратить его в методику. Потому что не всем это нужно превращать в методику. Но чуть попозже я там скажу. Главное и основное – это перестать работать на автомате. Пока вы просто делаете, не задавая себе никаких вопросов, вы не видите свою систему, вы тупо выполняете действия. Просто клею ресницы, ничего особенного. Да? И если разложить по примерным шагам, это выглядит так. Нужно заметить повторяемость, посмотреть, что у вас регулярно, стабильно получается лучше всего. Вот нужно заметить эту повторяемость, и это уже не случайность. Это может быть вообще что угодно. Кристальная чистота вашей работы, там минимум клея, высокая скорость без потери качества, там минимальные склейки. Клиенты ваши делятся одинаковыми ощущениями от процедуры, там, не знаю, комфортный сон, рука у вас легкая, точное попадание в подборе эффекта, сделала, ну прям то, что нужно, я прям так и хотела. Короче, все ваши сильные стороны, начните их потихонечку собирать. Вот. Потом выясните, за счет чего вы способны регулярно воспроизводить один и тот же результат. Не потому, что я молодец, а технически, за счет чего это получается. Там особенная у вас постановка руки, последовательность работы. Там, может, вы специально создаете условия для контроля работы клея. Инструменты, может, вы какие-то особенные используете, господи. Я когда говорю про особенные инструменты, я всегда сразу вспоминаю этот пинцет, крючок, господи помилуй, как им вообще можно было создать, не знаю, хоть двойной объем вот собрать, не говоря уже о больших каких-то объемах. Это для меня загадка просто тысячелетия. Но виртуозы-то находились, пинцет, крючок, бог ты мой. Короче, пока вы не понимаете причину вот этой регулярности, повторяемости, вы не можете этим результатом управлять. Следующее, попробуйте описать процесс, вот просто, да, логику действий, разложите свою работу на этапы. Если вы можете ее объяснить другому человеку так, чтобы он понял принцип, значит, у вас уже есть зачаток системы. Но нужно обязательно что еще сделать? И попробовать применить этот подход в разных ситуациях. Нужно доказать, что результат остается предсказуемым. И вот это уже методика, а не удачное стечение обстоятельств. И здесь какой есть важный момент? Нет ничего страшного, чтобы не продвигать вообще никуда свое авторство. Не всем это нужно, кому-то неинтересно обучать, кто-то не хочет быть публичным человеком, хочет спокойно сидеть в своем кабинете, принимать клиентов и расти внутри своей вот личной практики. Кто-то не хочет брать на себя дополнительную ответственность, да, кто-то маркетинг не любит, этим же тоже нужно заниматься, продвигать это все. И нужно понять, что все эти варианты нормальны. Методика может существовать без громкого названия в соцсетях и где бы там ни было. Даже если вы никогда не назовете свою систему авторской, она все равно у вас будет, и никуда она от вас не денется. Можно просто работать тихо, стабильно, спокойно, качественно. Вот. А если все-таки решили популяризировать, то супер,
Давайте, делайте, говорите, показывайте, объясняйте, но обозначайте границы просто своего метода, тогда это вызовет доверие. Вот чем конкретнее вы обозначаете эти границы, тем профессиональнее получится ваш метод. Сделайте это взросло, да, так принято нынче говорить, не только с позиции «я изобрела что-то там уникальное», а «я систематизировала свой опыт». Ведь популяризация – это всегда дополнительная ответственность. Вот если вы к ней готовы стать представителем, предводителем, вообще прекрасно. Go, так сказать. Хотела сказать что-то современное, не получилось. Короче, вперед из песни, так сказать. Но есть деталь важнейшая, которую я обозначу, ну уж простите меня, очень дерзко и жестко. Клиент приходит за результатом и безопасностью, а не за вашим эго. Делать по-своему во вред нельзя. Навязывать клиенту свое «я так вижу» нельзя. Если ваш любимый эффект объективно не подходит или он просто-напросто не отвечает запросу клиента, да не продавливайте вы его ради вот своего же какого-то, ради своей идеи. Если темп работы создает риски, не оправдывайтесь своими словами «это моя техника». Когда ваш способ работы вызывает дискомфорт или опасность, не дай бог, то это не авторство, это настоящая проблема. Иногда просто под словом «авторский подход», «авторский метод» мастера пытаются спрятать свою лень, упрямство, нежелание учиться, оправдание себе ищут, забывая про ответственность, которая на них лежит. А вот если превратить фразу «по-своему» в систему и последовательность, которая упрощает работу, ускоряет процесс, снижает риски и делает, что немаловажно и что главное в нашей профессии, делает человека красивее, тогда это сила. И в заключении я, успокоившись снова, скажу так. Каждый мастер по-своему автор, правда? Каждый делает так, как ему удобно, находит свой ритм, упрощает работу, делает ее понятной для себя и для клиентов. Это здорово! Когда благодаря вашему авторскому подходу клиенту комфортно, спокойно и безопасно, да еще лучше. Авторство – это момент, когда вы не копируете схему, а чувствуете логику процесса. Это зрелость в профессии, внутренняя, уверенность «я знаю, почему так». И в то же время авторство – это не когда вы нервно орете «у меня просто такой свой стиль». Это не когда вы поменяли шило на мыло, объявили революцию, записали 2 сторис с надписью «Моя методика» и решили, что индустрия должна вам аплодировать стоя. Нет. Спасибо за внимание. Извините за мой тон. Что думаете, не перегнула? Какой-то эмоциональный получился выпуск. В любом случае, спасибо за прослушивание. До скорых встреч!